И самые первые лайфхаки, которыми я хотел посвятить бы этот ролик, будут самыми полезными. Потому что не у каждого есть компьютер за 200 тысяч, который будет тянуть все и все плагины. Смотри, первый вариант. Если у тебя проект загружен визуализаторами какими-нибудь по типу PubFilter, да, там, где есть какие-то динамические картинки, которые тебе как бы и не нужны. Нажимаешь F12, у тебя все пропадает, соответственно, эти плагины у тебя выключаются, и у тебя сразу же будет меняться это значение. Небольшая помарочка. Выключает нагрузку визуальных плагинов, но не сами плагины. Именно действие плагинов он не затрагивает никаким образом. Но чтобы именно отключить какие-то из плагинов, да, которые вот, например, у нас с тобой есть, это имейджеры, озоны, то нам потребуется небольшая функция. Сразу же скажу то, что это работает с теми плагинами, которые сейчас на данный момент у вас не активны, и они просто отключаются. Для этого нам нужно зайти с тобой в настройки Audio Settings, и вот здесь у нас с тобой есть галочки. Первые три. Smart Disable как раз отвечает за наши плагины, которые как бы у нас есть, но они просто не активны. Они их просто отключают. Вот именно вот эта галочка отключает наши плагины. Первая и третья галочка отвечает за многопоточность нашего процессора. Это тоже добавляет некую производительность на наш секвенсор. А теперь более серьезный лайфхак. Смотри, к примеру, у нас есть с тобой проект, который у нас сейчас загружен с тобой на 10%. Почему 10? На это уже отвечу чуть позже. Если у тебя загружен процессор на 100, да, а не на 10, как у меня, то мы заходим с тобой в Options, Audio Settings. В твоем случае это будет FL Studio ASIO, скорее всего. И у тебя будет значение 512. Смотрим сразу, что из 10 она вырастает до 13-11. Это уже немаловажно. И хотел бы сразу сказать так, что чем меньше это значение, тем больше будет загрузка процессора и меньше будет задержка. Если чем больше будет значение, то будет большая задержка, но при этом твой процессор будет холодненький и с ним ничего не будет. Так что, если ты ничего не записываешь и просто сводишь, ставь на 2000. Если ты хочешь записать что-то, там трек, либо еще какую-нибудь приблуду, то ставь, конечно же, 256. А еще лучше скачать себе ASIO for All и там уже поднастроить, потому что он намного лучше звучит, но у них бывают конфликтики с драйверами Windows. В моем случае у меня есть другой ASIO драйвер под мою аудиокарточку, и вот здесь мы можем поставить 49 сэмплов, да, то бишь даже не 256, а 49. И ты сейчас увидишь, как будет нагружен наш процессор. Внимание, следи, 8 сейчас у нас загрузка процессора, и когда мы ставим 49, заходим уже 10, уже 29, уже пошло. Но при этом у нас будет самая минимальная задержка. Если мы поставим 1000, у нас сейчас это значение быстро будет спадать на 9. Отличный, на самом деле, лайфхак, и я надеюсь, что он тебе поможет. Чуть не забыл, кстати, вот эти галочки Mix and Buffer Switch, Triple Buffer лучше включить. К примеру, Triple Buffer у нас больше делает миллисекунд, а это значит, что нагрузки процессора у нас будет с тобой опять же меньше. А теперь мы с вами вернемся к истокам, а именно Playboy карте, потому что здесь довольно много серумов, как ты видишь, их 5 штук, и все это занимает небольшое пространство в процессоре, а именно 11-10% от процессора идет просто пассивно. То бишь мы даже ничего не слушаем, но при этом наша загрузка идет, вентиляторы крутятся довольно сильно, и это нам не нужно. Для этого мы с тобой заходим в Tools, Macros, Switch Smart Disable for All Plugins. И сейчас смотрим сразу же на значение. Было 8, стало 2. Отлично, прекрасно, офигенно. Также у нас есть, к примеру, довольно много Omnisphere, серумов, что нагружает хорошо наш процессор. И для этого тоже есть решение. К примеру, мы с тобой берем какой-нибудь из дорожек. Давай по паттернам не будем раскидывать, а вот возьмем вот этот паттерн. Ставим его, выделяем его, конечно же, путем Ctrl и левой кнопкой мыши. Нажимаем Ctrl-Alt-C, либо русская S. И у нас здесь есть с тобой Consolidated. Consolidated это означает то, что он будет рендерить непосредственно эту мелодию, и у нас останется с тобой в формате сэмпла. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. Оп, у нас все сделалось, и теперь у нас вот этот паттерн, четвертый, звучит также, только в формате сэмпла. Но, скорее всего, ты это знал. И давай я сейчас тебе открою тоже небольшую тайну, которую, возможно, ты не знал. Если мы возьмем с тобой много дорожек, которые у нас активны сейчас на канале, к примеру, у нас с тобой есть 5 инструментов, которые нам нужно выделить. И не хочется заходить в Edison, все вот это вот прописывать, записывать. Блин, также Ctrl-Alt-C, Consolidated. Он сейчас это быстренько все отрендерит. Все будет чики-пуки. И мы можем даже послушать. Он нихуя не сделал. Но перед этим не будьте дебилом и размотьте все свои паттерны. Выделяем это все с тобой и нажимаем Ctrl-Alt-C. У нас с тобой виднеются теперь только паттерны, которые будут рендериться. И нажимаем на кнопочку старт, у нас все пошло. Теперь мы можем услышать этот паттерн. Вот он у нас выделился. Давай его послушаем.
Также, если тебе нужны какие-то из паттернов, то они сейчас на данный момент замучены. Воспроизводиться они, конечно же, не будут. Для того, чтобы мы их могли размутить, нам нужно с тобой на правую кнопку мыши нажать на каждый из треков и здесь нажать Unmute All Clips. И так на всех. После чего ты видишь, что у нас с тобой очень-очень много всяких консолидейтов, которые буквально, нам больше не нужны. К примеру, да, мы их удаляем здесь. И также в макросе, а именно Tools, Macros, Purge Unused Audio Clips, мы просто удаляем те сэмплы, которые нам не нужны. Хотел бы уточнить, которые не задействованы в нашей рабочей области. Именно они и удаляются, чтобы очистить наше ОЗУ и процессор, конечно же. Это очищает наш процессор. В итоге у нас с тобой чистый проект, без какой-либо грязи, и все у нас гладенько, чистенько. Скорее всего, ты встречался с такой функцией, как сэмплер. И если ты не знаешь, что это, то давай я тебе покажу. Сэмплер выглядит вот таким вот образом. Да, и вот у нас есть с тобой бас, который на данный момент у нас сейчас с тобой играет. И у него есть тоже настройки. Давай же мы зайдем и посмотрим, как может влиять сэмплер на процессор и оперативную память. На оперативную память сразу же скажу, чем больше у тебя ваншотов здесь, тем больше загружена у тебя оперативная память. Но также есть качество сэмплера. И здесь у нас с тобой отвечает больше процессор, нежели оперативная память. Заходим в Audio Settings, и здесь есть такой небольшой подпунктик Mixer. Но под ним есть Resampling Quality. Это означает качество ресэмплинга. По стандарту она выглядит как 24. Но давай сделаем так, чтобы было 512 и посмотрим на загрузку процессора. То бишь ты видишь, что у нас из 2 сразу перешло в 5. И это очень неприятно. Посчитай, что это всего лишь-то один бас. А если у тебя какой-то загруженный проект, то это будет кардинально менять суть игры вообще. И для этого, если у тебя слабый комп, то ты можешь поставить не 24, не 512, а, к примеру, 2.6. Сразу же говорю, что качество будет хуже. Но на самом деле это выход. И если я тебя, мой дорогой друг, не удивил никак из перечисленных мною лайфхаков, то вот сейчас я тебя точно должен удивить, потому что этого, мне кажется, знает малое количество битмейкеров. И если я тебя реально удивлю, то поставь лайк и подпишись сразу же на канал, потому что это реально годная фишка. Скорее всего, ты знаешь, что такое слово обмен, и сейчас мы сделаем так. Если у тебя, к примеру, процессор, он у тебя хиплый, да, такой не очень, но при этом у тебя есть оперативка на 16 гигабайт, либо же на 32, или еще больше, это вообще отлично будет, то есть небольшой такой обмен. Мы можем некоторые инструменты выгрузить с процессора, то бишь нагрузки процессора, на оперативную память. И реально это может тебе очень сильно помочь. Для этого, к примеру, мы возьмем вот этот серум. Да, он звучит вот таким вот образом. Кто помнит, тот помнит. Можешь, в принципе, посмотреть видос данного разбора, но мы сейчас не о нем. Давайте послушаем, как это все звучит. Прикольно звучит, да? Но это все у нас жрет процессор. И для того, чтобы он не жрал, есть такая программка, как DirectWave. Очень крутая. И я сейчас тебе покажу, как сделать библиотеку для DirectWave. Смотри, нам нужно нажать с тобой правой кнопочкой. Здесь мы видим с тобой окошечки. И вот здесь у нас написано Create DirectWave Instrument. Нажимаем. Нам нужно приписать. Давай я напишу пила. Изначально у тебя будет где-то примерно вот так это все выглядит. Сейчас мы на ноту куда поставим. То бишь где-то у тебя будет парочку октав. К примеру, вот так вот. Для того, чтобы у нас был весь спектр звука, нам нужно с тобой low note сделать на C0, это то бишь до 0, то бишь самая низкая частотка, пукает, и high note это G10. А именно C. Также можем с тобой ресэмплинг поставить чуть-чуть побольше, чтобы качество было получше. Давай вот 128 возьмем. И, конечно же, стерео. Нажимаем старт. У нас это все грузится, рендерится. У нас создается отдельная папочка. Конечно же, включается наш DirectWave. И мы уже с тобой видим то, что у нас с тобой все есть. Пресет под названием пила. Вот она. Все. То есть заходишь в библиотеку под названием Library, конечно же. И мы с тобой можем зайти, начать что-нибудь играть. И скопировать те самые MIDI, которые у нас были. Звук может чуть-чуть разниться, потому что в серуме есть эффекты, а здесь тебе их придется самому ставить, но все же... Это гениально. Я считаю, что это прям круто. Если тебе нужно глайд, да, то бишь... Прекрасно, отлично, но глайд нам не нужен. Нам нужно сделать так, чтобы наш драйв был чуть-чуть побольше, то бишь сам звук. Для этого нам нужно нажать с тобой на вот эту кнопочку и слушать.
Теперь можем просто удалять наш серум. Все, прекрасно. И это реально может тебе помочь, если у тебя слабенький компьютер. Также расскажу небольшие манипуляции про сам DirectWave. Настроечки. Смотри, у тебя есть вот эти синенькие полосочки. Есть белые полосочки и есть серые полосочки. Синенький — это исходный сигнал. Беленький, если я не ошибаюсь, это у нас приближено более к аналоговому звуку, то бишь к нашей нотке до и F с решеточкой. Серенький — это у нас дубликаты вот этих нот. То бишь, понятно, да? Чтобы такого не было, мы с тобой key per zone делаем не на 6, а именно на 1, чтобы у нас с тобой каждая из ноток была родная. Надеюсь, с этим понятно. Здесь, в принципе, мы ничего с тобой не трогаем. Можно просто бит поставить 32, да и в принципе и все. Также, если у тебя, например, какая-нибудь умнисфера, где у тебя есть какие-то эффексики, да, там, ну, к примеру, реверберация, чтобы это все звучало, тебе нужно будет включить вот эти галочки. Master эффект и Insert эффект. После чего у тебя должно быть все, в принципе, адекватно, и можешь даже кидать это все на коллапс своему другу, у которого нету, к примеру, омнисферы, либо там Ample Sound, у него там SSD нету, к примеру, да, там, ну, маленький SSD, и он не может поставить себе Ample Sound каким-то образом. Это все может, в принципе, решаться. Но главное, есть небольшая проблема именно инструментов по типу Ample Sound, это ты не сможешь взять и сделать дополнительные фишки этого Ample Sound через DirectWave. Это надо учитывать. Ну и как обычно скажу, если тебе ролик этот понравился, то не забудь поставить лайк, написать комментарий. И давай при достижении 1000 лайков я делаю второй видос по лайфхакам, оптимизации и прочего рода достижений нашей FL-ки. Это не считая того, что я запускаю ряд роликов по фишкам FL, ее оптимизациям, по биндам клавиш. Все это будет только чуть-чуть попозже. Сейчас пока что у нас оптимизация. Первый выпуск. Ну а я вас всех, конечно же, обнял, всех приподнял и до нового ролика. Tschüss.